войска. Но лейтенант Дмитрий Скаврос, которого сослуживцы за его невероятную силу прозвали «Человек-торпеда», одним лишь только своим видом внушал противнику животный страх. Ему даже почти не было нужно оружие. Одного прыжка с вертолета без парашюта, пары раскиданных в стороны БТР и оторванных башен танков хватало, чтобы террористы начали судорожно молиться. В составе элитного спецподразделения «Феникс» Скаврос, дослужившись до командира своего отряда, стал известен не иначе, как капитан Рамзес. Но не все шло для капитана гладко. В один злополучный день террористы решили, если они не могут победить Рамзеса, они склонят его на свою сторону. Сымитировав штурм насосной станции золотодобытчиков в горах Кабардино-Балкарии с захватом заложников, Рамзеса и его отряд разделили, заманили воплями нуждающихся в помощи пленников вглубь станции и захлопнули ловушку. Сотни транквилизаторов пронзили мощное тело Скавроса. Сам он лишь погрузился в глубокий сон, а вот остальным членам отряда повезло гораздо меньше. Дальнейшие события мы покажем вам в виде художественной реконструкции. Что за черт? Где я? Где отряд? Твой отряд кормит червей, дружочек. Так это ты, капитан Рамзес, да? Уверен, меня ты уже знаешь. Ты... Что ты, мать твою, только что сказал? Мне вопросом на вопрос не отвечай, капитан. Как это насчет того, что я вырву тебе язык и засуну его прямо в... Капитан, не время для угроз. Ведь ты теперь работаешь на меня. Будешь моей ударной силой. А я взамен дам тебе все, что ты захочешь. Деньги, женщины, машины. Поверь, я могу. Даже после того, как подобные тебе геройчики меня сжили с законной должности. Пошел ты. Несговорчивый попался, значит. Ладно, дам тебе время на раздумье. У тебя есть 3 дня. Согласишься, будешь жить не тужить. Откажешься, разделишь участь своего отряда, герой. Так, подсыпьте ему в еду ту хренотень. Подсадим его на иглу. Захочет еще, как миленький проситься ко мне будет. И тогда он наш. Как же я так? Только не вы, ребята. Простите. На, Рамзес! Жри, подонок! Что за... где я? Что? Мама? Ты? Боже мой, нет! Только не опять, нет! Нет, отойди от мамы! Нет! Нет! Мама! Ребята, вы что здесь? Нет, не трогайте их! Нет! Нет, отстаньте от них! Нет! 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 Мама! Ребята! Нет! Нет! Ни хрена себе! Чего вы стоите, придурки? Стреляйте! Стреляйте! Не дайте ему уйти! Те страшные события навсегда изменили капитана Рамзеса. И без того серьезный и молчаливый, он окончательно замкнулся в себе, стал словно массивная тень в родном Нижнем Новгороде. Его каштановые волосы поседели, а на лице застыла маска сожаления. Наша съемочная группа смогла разыскать капитана Дмитрия Скавроса, но какие-либо комментарии он давать наотрез отказался, кроме одного. Он не считает себя героем, но даже инцидент в Кабардино-Балкарии не умалял заслуг капитана Скавроса перед Отечеством. Список его наград: Орден Единства, символ мужества, 3 пурпурных сердца за ранение, Орден Стального Нерва за успешное выполнение более 15 операций, Боевой крест Инициативы за спасение солдат и гражданских, Медаль военнопленного, Медаль Залитой зоны за бои в особо опасных природных условиях. И отметка звена выдается командиром спецподразделения «Феникс».
Сейчас мы покажем вам архивные кадры церемонии награждения Дмитрия Скавроса в Москве, где тому после увольнения в запас присвоили звание Героя России. Указом президента Российской Федерации от 21 ноября 2000 года капитану Дмитрию Кондратьевичу Скавросу присуждается звание Героя России. Сегодня в Weekday Caprice наша передача начнется с... Да-да-да, и вы представляете, ни песню, ни исполнителя до сих пор не могут опознать. Один человек соло, двое дуэт, третий уже компания. Дорогие друзья, для тех, кто только что включил телевизор, сообщаем, что сегодня нас ждет поистине легендарный матч. Ростовская «Динамо-2» играет против Нью-Сибиряка. Да, самое оно, этот матч действительно что-то должно быть уникальное для начала нового тысячелетия. И вот мы видим, что сибиряки не церемонятся с ростовчанами. Мяч у Кристалинского пытается обыграть. Нет, не получилось у него обыграть. Защитник выбил мяч за боковую. Нам показывают главного тренера сибиряков Валерия Медокола. Его назначили буквально 2 недели назад, и, в общем-то, времени на раскачку у него нет, и он решил сразу, что называется, вступать в бой. Ведь ростовская «Динамо» — это команда, которая просто так не даст себя обыграть. Мы знаем это по ходу этого сегодняшнего сезона, ну и не сегодняшнего, а сезона вообще. У них, между прочим, беспроигрышная серия составляет ни много ни мало 7 матчей. Уважаемые телезрители, в связи с объявлением в Москве чрезвычайной ситуации, мы вынуждены прервать эфир. Внимание гражданам! По всей России объявляется чрезвычайное положение. Сохраняйте спокойствие. По возможности не выключайте радио и телевизоры. Перейдите в надежное укрытие и ни в коем случае не выходите на улицу до соответствующего объявления. Сохраняйте спокойствие. Вооруженные силы уже задействованы. Сохраняйте спокойствие. По всей планете объявляется чрезвычайное положение. Сохраняйте спокойствие. Сохраняйте. Внимание, красная тревога. Внимание, красная тревога. Срочно найдите укрытие. Внимание, красная тревога. Всем отрядам. Мы атакованы неизвестным противником. Повторяю, противник не опознан. Один боец мертв, 2 ранены. Бойцов перебить, все мертвы. Большие потери среди гражданских. Это бойня. Они везде. Везде. Ситуация критическая. Повторяю, ситуация критическая. Здесь тысячи. Помогите. Помогите. Нет. Помощь. Нет. Внимание, всем, кто слышит. Говорит капитан Рамзес, спецподразделение «Феникс». Канал защищен. Нас не прослушивают. У меня есть информация по противнику. Повторяю, я знаю, кто наш противник. Я и группа моих друзей ведем активную борьбу с этими тварями. Встречаемся завтра утром у озера Светлояр. У нас есть надежда.